Через 5 лет мы неминуемо придем к тому, что здоровая доля отечественного рынка машин с пробегом будет состоять из китайских иномарок. Это попросту неизбежно. По той простой причине, что прямо сейчас приток свежих японских, европейских или корейских машин на этот рынок минимален. Он мизерный. Поэтому вполне логично, что уже довольно скоро сегмент машин с пробегом будет состоять из видавших виды продукции АвтоВАЗа и китайцев, а также из как бы российских автомобилей, которые по факту китайские, но под российской маркой. Но я их автоматически отношу к иномаркам, чем ими они в реальности и являются. А посему встает логичный вопрос: какие машины с пробегом из Поднебесной можно брать? Какие не одноразовые? Ведь пока они новые, то абсолютно все блестит хромом, картинками на многочисленных экранах в салоне и так далее. Но что с этой красотой будет через 5 лет? А через 10 лет? Ведь это в Китае местные автолюбители могут позволить себе поменять машину через пару лет и не задумываться. А мы так не можем. По крайней мере в массе своей. Ведь средний возраст автомобиля из Китайской Народной Республики составляет 4,5 года, а в России он превышает уже порог в 15 лет. Вот такие дела. Какие же китайские автомобили оказались живучее других? Сразу оговорюсь, что модели подбирал не я. Их назвал Юрий Чистов, директор по развитию дилерской сети Fresh, в интервью российской газете. Выделил он следующие модели. Первая – Haval Jolion. Второе – Geely Coolray, третье – Geely Majora и четвертое – Chery Tiggo 7 во всех вариациях. Почему они? Во-первых, потому что это популярные и массовые модели, а это значит, что будет большой выбор и не должно быть проблем с запчастями. Но действительно ли эти машины можно назвать крепкими и надежными? И какие у них минусы? Я решил посмотреть отзывы владельцев и найти типичные слабые места или детские болезни, которые встречаются у многих и очень многих машин конкретной модели. Насколько реально надежны наименее проблемные автомобили из Китая? Haval Jolion. В целом да, негатива действительно мало. Поскольку мы говорим не обо всех минусах, а конкретно о поломках, то я не буду рассуждать о вещах вроде короткой подушки водительского кресла. В плане неисправностей владельцы чаще всего жалуются на довольно слабый аккумулятор. Но можно ли считать это поломкой? Или свист ремня генератора? Ничего более криминального найти не удалось. Хорошо, поверим. Geely Coolray. Как я понимаю, речь идет о машинах первого поколения. Поэтому заодно можно смотреть отзывы на BuildG X50. Что можно сказать? Многие из завода меняют диски и колодки. Есть единичные сообщения о тече помпы на 10 тысячах километров или замене стоек стабилизаторов на пробеге в 30-40 тысяч. Но повторюсь, скорее исключение, чем правило. Поэтому тоже скорее согласимся, чем нет. Geely Majora. Самый дорогой участник подборки с большим отрывом. Даже удивительно, что несмотря на совсем нескромный ценник в 4 миллиона с лишним за базовую версию, он стабильно держится в десятке самых продаваемых моделей рынка. Что по неисправностям? Слабым местом считается ходовая часть. В частности, есть жалобы на пыльники шрус и стойки стабилизаторов. Не совсем поломка, но достаточно жалоб на качество лакокрасочного покрытия. Поэтому часто хотя бы переднюю часть затягивают в пленку, чтобы дольше прожила. Что по итогу? Скорее надежный, чем нет. Но за такие деньги хотелось бы большего. Chery Tiggo 7. Тут проблема в том, что фактически один автомобиль компания Chery продает чуть ли не в 20 разных кузовах, под разными марками и моделями. Если смотреть отзывы по Chery Tiggo 7 Pro Max, например, то бросаются в глаза следующие моменты. Это частая замена рулевых наконечников на небольших пробегах и удивительно частые жалобы на лобовое стекло. Видимо, тонкое и нежное. Кроме того, может зависнуть головное устройство, но проблема проходит сама и решается перезапуском. Что по итогу? Можно брать, но есть слабые места, за которыми нужно реально следить. Давайте еще рассмотрим любопытный и актуальный для нас рейтинг.
Китайское подразделение авторитетного американского агентства J.D. Power назвало лучшие бензиновые машины этого года, составив рейтинг Apple. Среди победителей оказалось много знакомых в России брендов и моделей. В исследовании этого года J.D. Power опросила 14 184 владельца бензиновых машин, купленных новыми в этом году в 81 городе Китая. Респонденты оценивали свои машины по 37 пунктам в 10 категориях. Среди них можно выделить экстерьер и интерьер автомобиля, его производительность, впечатление от вождения, безопасность, комфорт, экономию топлива и так далее. В результате агентству удалось составить рейтинг APL для 127 моделей и 37 брендов. Под этой аббревиатурой понимаются автомобильные характеристики, исполнение и компоновка. Оценки участников составили на основе одноименного индекса. Его максимальное значение 1000 баллов. Данное исследование проводится уже 24 год подряд. Результаты исследования показали, что общий индекс APL для бензиновых автомобилей составил 762 балла, увеличившись на 11 пунктов по сравнению с прошлым годом. Наибольшую прибавку показали ходовые качества автомобилей, процесс посадки и высадки и развлекательные системы. Средний рейтинг в этих категориях вырос на 21, 17 и 17 баллов соответственно. Средний показатель исконно китайских брендов составил 758 баллов. Они все еще незначительно отстают от глобальных массовых марок с результатом 760 APL. Представители J.D. Power заметили, что сейчас основной точкой роста сегмента бензиновых автомобилей стал ценовой промежуток 200-300 тысяч юаней. Это 2-3 миллиона рублей. Доля рынка бензиновых машин стоимостью ниже 100 тысяч юаней, 1 миллион рублей, постоянно сокращается. При этом 71% рынка данной категории контролируют китайские бренды. Для начала перечислим лучшие бренды бензиновых автомобилей по характеристикам, исполнению и компоновке. Лидером среди премиальных брендов стал Land Rover, набравший 824 балла. Второе место занял Porsche с результатом 813 APL, а на третьей строчке разместился Lexus 790 баллов. Среди всех марок массового сегмента первое место забрало совместное предприятие FAW Volkswagen с результатом 780 баллов. Китайская Chery оказалась на втором месте с результатом 776 баллов, а третье место занял Haval, набрав 774 APL. Среди только китайских брендов бронза досталась GAC с результатом 772 балла. В шаге от топ-3 остановились марки Geely и J-Tour с одинаковым итоговым результатом в 770 баллов, а закрыл пятерку лучших Tang, набравший 763 балла. Для удобства мы собрали результаты всех брендов в сводную таблицу. Отметим, что здесь приведены только марки, чей балл оказался выше среднего. С недавнего времени J.D. Power перестала указывать абсолютных аутсайдеров рейтинга, поэтому здесь представлены только фавориты своих категорий. Эксперты J.D. Power также определили лучшие модели в отдельных категориях. Так, в категории компактных легковых автомобилей победителем стал MG5, а второе место разделили Rowe i5 и Volkswagen Lavida. Среди компактных машин более высокого ценового сегмента первое место занял Volkswagen Lavida Pro, вторая позиция у Changan Lamore и Toyota Levin. Среди среднеразмерных машин эконом-класса первое место досталось седану Geely Emgrand, второе место занял Volkswagen Bora. В стандартном среднеразмерном классе победил Volkswagen Lamanda L. Он обошел Chery Ariza 8 Pro и Geely Preface. В остальных категориях легковых машин китайские модели представлены не были. Но среди бензиновых кроссоверов сложилась иная ситуация. Geely Coolray стал лучшим компактным кроссовером, оставив позади GAC GS3. Среди более дорогих SUV первое и второе место разделили Changan CS55 Plus UNI-S и Lynk & Co 06. В сегменте среднеразмерных кроссоверов эконом-класса первые три позиции распределились между Changan CS75 Pro
Cherry Tiggo 7 Plus и Geely City Ray. Призерами категории стандартных среднеразмерников стали Cherry Tiggo 8 Plus, он лег в основу Tenet T8 для России, Cherry Tiggo 8 и Haval Dargo. А среди таких SUV высокого ценового сегмента лучшими были признаны GAC GS8, Volkswagen Tiguan L и Cherry Tiggo 8L, известный в России под названием Cherry Tiggo 9, Tenet T9. Лучшим компактным минивэном стал Wuling Honghua S, обошедший Honghua V, а лидером сегмента среднеразмерных MPV стал GAC M8. Что скажете, товарищи, какому из китайских автомобилей вы бы доверились или никакому? Пишите в комментариях. Огромное спасибо, что досмотрели видео до конца. Посмотрите и предыдущие наши ролики, а также подпишитесь на канал, дальше будет много еще интересного. Удачи!